Началось наступление уже в сторону Вислы. Там Люблинско-Брестская операция называлась она. Часть войск пошла на Брест под Варшаву. Кстати, и наши туда подразделения тоже пошли. Мы потом за Варшаву получили медали за освобождение Варшавы. Часть немного южнее. Форсировали Вислу и стали занимать плацдармы. С него уже началось наступление дальнейшее. Однажды среди ночи вызывают меня в штаб дивизиона. Бери свой взвод, боеприпасы сколько уложишь на само орудие. Дали направление, куда и как ехать. А задача, говорит, простая. Встанешь, связь восстановится. Как только появится в воздухе рама, это разведчики рамой называли, доложишь о том, что она в воздухе. Остальные действия будут тебе ясны и так. Вот. Ну, короче говоря, мы собрались с этим взводом со своим, на 2 орудия положили 8 штук снарядов и поехали. Под утро мы приехали на позиции туда, подъезжаем, еще не доехали до них. Смотрим, налет страшный, артиллерийский, с правой стороны. И посмотрели, в воздухе рама крутится. Значит, она фактически обеспечила целеуказание на это, кто там стоял. Ну, кончился этот налет, я тогда послал туда командира орудия с наводчиком. Я говорю, посмотрите, в чем там дело, может, помочь надо кому-то что-то. Они прибегают и говорят, там стоит батарея 122-миллиметровая, это она, говорит, стреляла, а вот этот налет был по ней. Ну, все ясно, что и нас ждет то же самое. Ну, давай, поехали мы дальше туда, подъезжаем. Оказывается, с правого фланга дивизиона отрытых окопов стоит свободные 2 окопа, куда, значит, мы должны были поставить орудие. А остальные все макеты стоят. Мы собрались с командирами орудия, наводчиками, посоветовались, что же делать и как делать. Что будет, это все понятно. Тогда мы решили так, что тягачи оставляем возле окопа, орудие только воткнули туда в окопы, поставили и все. И вот, значит, спустя какое-то время появляется опять эта рама. Ну, приказ есть приказ. Докладываю по телефону, что так, рама в воздухе. Ну и посыпались команды. Прицелы, угломер, там уровень и все прочее, как обычно. Ну, все это выполнили. А теперь, говорит, огонь. И на этом твоя задача закончена. И как только раздалась команда оттуда с наблюдательного пункта «Огонь», это мы буквально какие-то там считанные секунды выпустили все эти снаряды. В это время уже сводились эти станины, напередок клали это орудие и вырвались из окопов и поехали, значит, подальше от этой огневой позиции. Пока тут этот был дым, этот пыль, там все это прочее, успели отскочить немного, и начался этот налет. Ну, налет еще добавил этого самого дыма и песка и всего прочего. Но мы немножко еще отъехали. Короче говоря, свою задачу мы выполнили. Потом уже, значит, возвратились домой. Все удивлялись, как, говорит, умудрились, говорит, и выполнить задачу такую, и, говорит, целыми и невредимыми, и с техникой совсем, говорит, пришли обратно на свои позиции.